Друзья, перед вами находится график выкупа казначейских облигаций США на 40 миллиардов долларов за 30 дней, который ФРС опубликовала после заседания 10 декабря. Первые покупки провели уже в пятницу, что стало официальным началом количественного смягчения, и до конца месяца нас ждут еще 4 покупки на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Это говорит об одном. Спустя 3 года жесткой политики ФРС наконец-то был запущен печатный станок, и ликвидность начала возвращаться в экономику. Приток новых денег — это как бензин для костра, ведь чем его больше, тем больше костер. Новый капитал стимулирует рост в первую очередь рискованных активов, поскольку доходность по облигациям идет вниз. На этом фоне S&P 500 уже почти пробил новый максимум, а индекс доллара стабильно снижается с конца ноября. И все потому, что инвесторы готовы идти в риск, чего, к сожалению, нельзя сказать про биткоин, который в очередной раз игнорирует эти зеленые катализаторы. Проблема та же, что мы разбирали в прошлом ролике, а именно манипуляция от фондов. Ведь как только в пятницу открылся фондовый рынок, биткоин в секунде без каких-либо причин упал на 3%. Ведь такие игроки, как, например, Jane Street, просто обваливают цену на открытие американской сессии, получают ликвидность за счет ликвидации и на эти деньги покупают биткоин дешевле. Получается, несмотря на запуск печатного станка, фонды продолжают убивать веру в бычий рынок и хотят, чтобы мы думали о начале медвежки. Конечно, можно было сказать, что рост биткоина мертв, но не при таких факторах, которые мы имеем сейчас, ведь теперь все совершенно по-другому. Так что сегодня в ролике мы разберем, как запуск печатного станка ФРС реально повлияет на рынок, сможет ли программа на 40 миллиардов долларов развернуть тренд, почему Паул блефует насчет паузы в снижении ставок ФРС в январе, как формирование бычьего треугольника биткоина приведет к пробою 100 тысяч, и еще сегодня вас ждет много метрики. Мы сделаем упор на диапазоны ликвидности и ликвидаций. Также разберем, почему сейчас на рынке открыто больше лонгов, чем шортов. Я вам объясню, может ли повышение ставки ЦБ Японии ударить по рынку, как это было в прошлом году. И еще я для вас подготовил 4 эксклюзивных графика, которые показывают, что вообще происходит с биткоином в преддверии конца 2025 года. Обязательно поддерживайте видео подписка на канал, ведь скоро нас будет 100 тысяч. И не забудьте поставить лайк. Ну и по традиции разыгрываем $10 за комментарий, который получает этот зритель. Поэтому вам заранее спасибо за поддержку. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, на этой неделе все внимание было направлено на Пауэлла после снижения ставки на 0,25%. Как всегда, первыми тезисы пресс-конференции получили подписчики моего телеграм-канала, ведь там подобные вещи мы выкладываем раньше всех и всегда пишем, как то или иное событие повлияет на крипту. В последние дни я часто делюсь с вами сделками крупных игроков, которые сейчас в огромном плюсе. Так что если вы давно искали свежие новости, отчеты, инсайды и аналитику рынка, все это есть у нас в Telegram. Поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь по ссылке в описании. Если кратко подвести итоги заседания ФРС, картина получается достаточно понятная и в целом спокойная. ФРС снизила ставку еще на 0,25%, и суммарно с сентября это уже минус 0,75%. Самый важный момент. Регулятор прямо сказал, что сейчас политика находится в нейтральной зоне, то есть ФРС больше не душит экономику и не пытается ее специально охлаждать. Четкого обозначенного сценария на будущее нет. Снижение ставки в январе не гарантировано и будет полностью зависеть от входящих данных. При этом долгосрочные прогнозы по ставке остаются без изменений. Около 3,4% к концу 2026 года и 3,1% в 2027 году. Это говорит о том, что ФРС не закладывает возврат к агрессивному ужесточению. По инфляции риторика спокойная. Да, есть временное давление из-за тарифов, но ФРС считает, что пик этого эффекта придется на первый квартал 2025 года, а дальше инфляция снова пойдет вниз. Рынок труда постепенно остывает, и Паул впервые довольно открыто признал, что риски для занятости реально есть. Но самое главное, друзья, это, конечно же, ликвидность. С 12 декабря ФРС запустила покупки краткосрочных гособлигаций США. Речь идет примерно о 40 миллиардах долларов в течение ближайших 30 дней. Формально это не называют стимулированием, но по факту в финансовую систему заходит дополнительная ликвидность. Это всегда поддержка для рынков, ведь как ни крути, печатный станок все равно включается в работу. Таким образом, повышение ставок больше не рассматривается вообще. Дальше либо пауза, либо снижение. Но проблема в том, что в повышение ставок перестали верить еще с начала года. И сейчас пауза, наоборот, рассматривается как негативный сценарий. Да, Паул сказал, что ФРС пока не готова снижать ставки в январе, и они спокойно могут взять паузу, за счет чего вероятность снижения ставки упала до 20%. Но учитывая, что сейчас происходит на рынке труда США, ФРС не может закрыть глаза на рост безработицы, поскольку это сильно ударит по экономике. Паул явно блефует и прибедняется. Он всегда занимал позицию пессимиста, чтобы не давать рынкам ложной надежды на снижение. И с его стороны это абсолютно логично. Но, например, последний отчет заявок по безработице превысил прогноз, и в целом безработица растет с начала года. Это сильно давит на экономику, что не оставляет Паулу шансов продолжать держать ставки высокими в начале следующего года. Но, друзья, как эта ликвидность в размере 40 миллиардов долларов повлияет на экономику США, акции и сможет ли хотя бы минимальная часть добраться до крипты?
Для начала давайте объясню, откуда вообще берутся эти 40 миллиардов долларов. Эти деньги ФРС не печатают напрямую. Механика здесь немного другая. ФРС выходит на рынок и покупает краткосрочные гособлигации у первичных дилеров. Это крупные банки, финансовые институты. Например, JP Morgan, Goldman Sachs, Банк Сити и другие. Когда ФРС покупает у них эти бумаги, она зачисляет деньги на их резервные счета ФРС. То есть на балансе банков появляются новые резервы. Проще говоря, у банков становится больше свободных долларов, а у ФРС больше облигаций на балансе. Эти 40 миллиардов появляются в банковской системе, а не в руках обычных инвесторов. Но кто именно получает эти деньги? Первыми деньги получают первичные дилеры, крупнейшие банки и крупные финансовые институты. Это не розничные инвесторы и не фонды напрямую. Это именно ядро финансовой системы. Но дальше начинается самое важное. Что же делают банки с этими деньгами? Банки не держат эти 40 миллиардов мертвым грузом. У них есть выбор. Купить другие облигации, направить деньги на фондовый рынок, увеличить кредитование, разместить средства в ETF, финансировать хедж-фонды и маркетмейкеров или участвовать в арбитраже и рискованных стратегиях. Именно здесь деньги начинают расползаться по рынку. Но кто в итоге может инвестировать эти 40 миллиардов? По факту доступ к этим деньгам получают инвестиционные фонды, хедж-фонды, маркетмейкеры, ETF-провайдеры, а также крупные трейдеры. Через кредитные линии, репо-операции, баланс банков эти деньги превращаются в рыночную ликвидность. Но как часть этих денег доходит до биткоина? Важно понимать, ФРС вообще не покупает биткоин. Но цепочка притока выглядит так. Сначала ФРС, потом капитал идет в банки, потом в фонды, в ETF и уже в биткоин. Когда фонды покупают биткоин через ETF, то провайдеры обязаны купить реальный биткоин на спотовом рынке. И вот именно здесь появляется реальный спрос на биткоин, а не просто деривативы. Но какой кусок от этого пирога может достаться биткоину? Сразу важно понять одну вещь. Формально ФРС говорит, что это не количественное смягчение и не стимул, но по факту это вливание ликвидности. Деньги появляются в системе, резервы перестают сжиматься и давление на денежный рынок снижается, а рынки всегда реагируют не на формулировку ФРС, а на поток денег. Исторически, когда ФРС увеличивает ликвидность, даже через такие операции, основная часть средств сначала уходит в фондовый рынок. Это самый ликвидный и самый привычный канал для крупных игроков. В текущей конфигурации можно ожидать, что примерно 60-65% этого потока в первую очередь поддержит акции, в основном индексы и крупные фонды. Тем временем до 15% всей этой ликвидности вполне может пойти именно в спотовый биткоин ETF. Важно понимать и механику. Сначала деньги заходят в фонды, растет аппетит к риску, усиливается приток в ETF, и после этого часть капитала перетекает напрямую в крипту и альты. И что самое главное, это не быстрый процесс, это большая цепочка, которая растягивается на целые месяцы. В ближайшее время, на следующей неделе, нас также ждут и другие важные экономические отчеты, как, например, уровень безработицы, ИПЦ США и заседание ЦБ Японии, что, конечно же, выступает новыми факторами для волатильности на рынке. И эту волатильность можно использовать для заработка, как это делали участники нашей подписки Coin22 Pro до и после встречи ФРС. Когда Паул вещал за трибуной, у нас уже были открыты лонги по Аптосу, которые зафиксировались на уровне 1,9 доллара, еще были закрыты сделки на росте Uniswap до 6 долларов и другие прибыльные позиции. Но сейчас наши аналитики подготавливают сделки на следующую экономическую неделю. В подписке Pro вы не просто получаете лучшие торговые идеи, вы получаете полноценный индивидуальный план инвестирования, где конкретно под ваш депозит будет собран спотовый портфель и рассчитан риск-менеджмент для торговли. И все это подкрепляется обучением и сопровождением 24/7. Совместно с моим партнером BitGet мы делаем вашу торговлю простой, удобной и прибыльной. Поэтому переходите, заработайте первый профит и убедитесь в этом лично. Все ссылки на Pro есть в описании, а мы движемся дальше. Почти ровно через неделю после встречи ФРС нас ждет не менее важное заседание ЦБ Японии, на котором готовятся повысить ставку. Данный триггер я уже разбирал, но появились новые данные, которые стоит учитывать в потенциальном влиянии на крипторынок. Как мы разбирали, Япония играет особую роль в мировой финансовой системе, потому что именно иена много лет была основой глобального carry-трейдинга. Деньги занимались почти под ноль и дальше уходили в рискованные активы. Американские акции, облигации, индексы, а также крипту. По разным оценкам, объем такого carry-трейдинга составляет от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов. Поэтому даже небольшое повышение ставки в Японии меняет поведение капитала. Если Банк Японии повысит ставку хотя бы на 0,1-0,25%, иена начнет укрепляться, заем станет дороже и фонды начнут закрывать позиции, возвращая деньги обратно. Мы уже видели похожую реакцию в августе прошлого года, когда на одних ожиданиях ужесточения политики японского регулятора фондовый рынок США корректировался на 7-10%, а биткоин за короткий период упал на 12-15%. Если подобный сценарий реализуется сейчас, то краткосрочно это может привести к росту волатильности и давлению на крипторынок. Для биткоина это скорее всего будет выглядеть как резкое движение на 5-7% вниз с большими ликвидациями. Важно понимать, что речь идет не о сломе тренда, а о временной реакции на переток ликвидности. На этом фоне ключевым фактором становится позиция ФРС. Они уже запустили программу выкупа гособлигаций на 40 миллиардов долларов. И это примерно 1,3 миллиарда долларов каждый день. Эти деньги увеличивают банковские резервы, снижают напряжение на денежном рынке и дают фондам больше свободы для работы с риском. Даже если основная часть этой ликвидности сначала уйдет в фондовый рынок, часть капитала неизбежно попадет
попадет в биткоин. И если в ETF зайдет хотя бы 6-8 миллиардов долларов за этот период, это уже сопоставимо с несколькими неделями сильных притоков от фондов и способно заметно поддержать цену. Ключевое отличие от прошлых эпизодов в том, что сейчас ужесточение со стороны Японии происходит не в вакууме. ФРС уже снизила ставку, официально перешла в нейтральную зону и полностью аннулировала сценарий повышения ставок. То есть одна сторона глобальной финансовой системы охлаждает риски, а другая смягчает условия и предоставляет подушку ликвидности. В итоге, даже если повышение ставки в Японии вызовет временную коррекцию по биткоину, эта просадка скорее всего будет ограниченной по времени и глубине. Поэтому вероятный сценарий – всплеск волатильности и снижение в пределах 5-7%, после чего рынок начнет стабилизироваться на фоне притока ликвидности и интереса через ETF. Получается, повышение ставки Банка Японии – это фактор риска, но не системная угроза для биткоина. Программа выкупа облигаций ФРС не полностью нейтрализует возможный удар, но и сильно смягчает его последствия. Пока ФРС остается в нейтральной и мягкой позиции, подобные события будут восприниматься рынком как коррекции внутри тренда, и уж тем более не как начало нового медвежьего цикла. А теперь давайте перейдем непосредственно к цифрам, статистике и метрике, чтобы понимать, что вообще происходит с биткоином. В конце торговой недели на Уолл-стрит биткоин снова уперся в сложный уровень сопротивления. На рынке появилось больше оптимистичных прогнозов, но цена пока не может уверенно пройти ключевые зоны. В пятницу мы снова увидели жесткое горизонтальное сопротивление, и сейчас главный уровень, за которым стоит следить, это 94 тысячи. Биткоин продолжает давить на одни и те же уровни, и это происходит на фоне общего ощущения, что рынок уже выдержал основные удары и остается устойчивым. При этом все больше аналитиков сходятся во мнении, что недавняя просадка была не естественной, а просто манипуляцией с выносом ликвидности из стопов, что мы разбирали в прошлом ролике. Дополнительным макрофактором, который сейчас мешает росту биткоина, остается золото. Его обновление новых максимальных уровней – это сигнал защитного спроса. И с точки зрения макроэкономики, скорее медвежий фактор для рискованных активов, включая крипту. Если смотреть на саму цену, после падения в районе 95,5 тысяч, рынок остается нервным и неликвидным. Из-за этого мы видим резкие движения в обе стороны. Недостаток ликвидности приводит к быстрым колебаниям цены. Проблема в том, что в декабре все попытки роста пока заканчивались у сопротивления. Дополнительное давление создают 200 SMI. Сейчас биткоин консолидируется на этих уровнях и упирается в горизонтальное сопротивление около 94 тысяч. И это верхняя граница боковика. Именно этот уровень является ключевым. Его пробой и закрепление выше могут переломить ситуацию в пользу быков не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. При этом, несмотря на вялую динамику, вероятность глубокой коррекции остается низкой. Более высокие минимальные уровни указывают на формирование восходящей структуры. Цена перестала уверенно ходить вниз, а значит рынок постепенно готовится к следующему импульсу. И давайте я вам покажу 4 интересных графика, которые подскажут нам, что сейчас реально происходит с биткоином. Если собрать все данные вместе, сейчас на рынке одновременно действуют несколько факторов. Недавние покупатели биткоина находятся в убытке, новые крупные игроки уже начали капитулировать, а макроэкономика по-прежнему оказывает давление на цену, несмотря на первые признаки оживления на спотовом рынке. Краткосрочные холдеры, которые покупали биткоин в последние месяцы, еще в начале 2025 года имели прибыль около 15-20%, что повысило продажи вблизи максимальных уровней. Сейчас ситуация обратная. Биткоин торгуется ниже средней цены покупки, и эта группа находится примерно в минусе на 10%. В краткосрочной перспективе это ограничивает рост, так как многие продают на любом отскоке, чтобы выйти в ноль. Но такие затяжные зоны убытков обычно формируются ближе к концу коррекции и указывают на уход слабых рук. Похожая картина и у новых крупных инвесторов. Только за один день они зафиксировали убытки около 386 миллионов долларов, тогда как старые крупные игроки ведут себя заметно спокойней. Это типично для поздней стадии коррекции, когда новички с крупным капиталом сдаются первыми. В среднесрочной перспективе это очищает рынок и снижает будущий навес предложения. При этом макроэкономика остается ключевым фактором. Реальные процентные ставки ФРС все еще высокие, а динамика биткоина в этом году почти полностью следует за ними. Пока реальные ставки не начнут снижаться, рынку будет сложно перейти в устойчивый рост. Но есть позитивный момент. На спотовом рынке снова появляются агрессивные покупатели. Это ранний, но важный сигнал стабилизации. Сначала возвращается спрос, затем цена перестает падать, и только после этого возможен рост. В целом текущая ситуация больше похожа на позднюю фазу коррекции, а не на начало нового бычьего рынка. Вероятнее всего биткоин продолжит торговаться в диапазоне около 90 тысяч с умеренным давлением вниз. Для явного разворота вверх рынку нужны сразу три сигнала: возврат цены выше средней цены краткосрочных держателей, снижение реальных процентных ставок и устойчивое доминирование покупателей на споте. Пока этого всего нет, рынок остается нервным и максимально чувствительным, особенно к макроэкономике. Но что самое главное, сейчас на рынке явно доминируют лонгисты. И это хорошо видно по карте ликвидаций. Рынок перекошен в одну сторону, а значит вероятность резких движений только растет. И если биткоин резко уйдет вниз, в район примерно 82 800 долларов, объем ликвидации по лонг-позиции может превысить 5,1 миллиард долларов. По эфиру ситуация похожая. При снижении цены к зоне около 2900 долларов, объем ликвидации лонгов превышает 4,4 миллиарда долларов. Это огромная сумма, и рынок их прекрасно видит. У самого биткоина сейчас выделяются две ключевые зоны ликвидности. Первая находится в диапазоне 88-89 тысяч долларов, а вторая выше, в районе 93-94 тысячи. Это те уровни, где находится большое количество стопов и маржинальных позиций. Именно поэтому есть сценарий, при котором цену сначала могут продавить вниз, собрать ликвидность у
у лонгистов, выбить слабые позиции и только после этого развернуть рынок вверх. Это очень логичный сценарий с точки зрения крупных игроков. И самое важное, это полностью укладывается в тот базовый сценарий, по которому биткоин торгуется уже последние 3 недели. Сначала рынок делает вынос, очищает позиции, снимает перегретые лонги, а затем запускается движение вверх. Пока этот тренд сохраняется, любые резкие движения вниз стоит рассматривать не как панику, а как локальные фазы для накопления ликвидности. Также сейчас на графике формируется восходящий треугольник, и как мы разбирали в прошлом видео, уверенная фиксация цены выше уровня 90 тысяч станет подтверждением сохранения бычьего тренда. Для рынка сейчас очень важно удержаться именно выше этой зоны. Это граница, которая отделяет обычную коррекцию от смены настроений. Мы также видим, что крупные игроки продолжают активно чистить рынок и выбивать слабые руки. Это стандартная механика. Ценой манипулируют, создают нервозность, заставляют продавать на страхе, чтобы большая масса инвесторов вернулась на рынок на фома. Ведь так происходило всегда, и этот цикл не меняется. Поэтому сейчас самое главное – это не поддаваться манипуляциям больших игроков. Да, биткоин может упасть ниже ключевой поддержки и снова протестировать локальный минимум, но что самое главное, друзья, общий тренд не сломан, а манипуляторы хотят, чтобы мы поверили в конец бычки и начало полноценной медвежки, которой сейчас по факту нет. Так что делайте выводы. Если видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте перейти в мой телеграм, ведь там есть много важной и актуальной информации. Оставляйте свои вопросы, а также прогнозы в комментариях под видео, и увидимся очень скоро. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!